в рамках курса Бхакти-шастры. Сегодня вечером мы продолжаем изучать 15-ю главу Нектара преданности, спонтанное преданное служение, известное также как Рагануга Садана Бхакти на санскрите. Но вначале позвольте произнести посвящение 6 Госвами Вриндавана. Nana Shastra Vicharanai Kanipano Adharma Samstapako Lokanam Hitakarino Tripuvane Manyo Sharanya Karo Radha Krishna Padaravenda Bhajana Nandena Mataliko Vande Rupa Sanatana Raghuyago Shri Jiva Gopalako Vande Rupa Sanatana Raghuyago Shri Jiva Gopalako. I offer my respectful obeisances unto the 6 Goswamis, namely, Я в глубоком почтении склоняюсь перед 6 Госвами. Шри Санатаны Госвами, Шри Рупы Госвами, Шри Рагунатхи Бхатты Госвами, Шри Рагунатхи Дасам Госвами, Шри Дживы Госвами и Шри Гопалой Бхатты Госвами, которые досконально изучили Бога откровенные Писания, чтобы на благо всех людей утвердить вечные принципы религии. Почитаемые повсюду в 3 мирах, они истинное прибежище для каждого, ибо всегда пребывают в настроении гопи и заняты трансцендентным любовным служением Радхи и Кришне. Shrimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharne Nirvishesha Shunyavadi Pastityadeshatarne Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Anantakoti Vaishnavrinda Ki. Yes, so Внимание, говорит и показывает Дурбан. Вчера вечером мы остановились на изучении 15 главы в чувственном влечении. И мы говорили о том, что такое раг. И суть понимания раг также было понимание того, кто обладает рагом и кто такие раг ануги и кто такие раг атмики. Посмотрим, может быть, сегодня вечером мы попробуем немного коснуться этой темы, но в большей степени в понедельник. Точно мы приступим к описанию. Итак, те личности, которым присущ раг, это очевидно, что присущ раг, потому что им присуще неутолимое желание служить Господу, является особая привязанность к Кришне. Некоторые из таких личностей являются преданными, некоторые из таких личностей не являются преданными, они ненавидят Кришну. Они завидуют, они боятся Кришны, они не любят Кришну. И, несмотря на тот факт,
Им присущ влечение, привязанность к Кришне. Их нельзя считать преданными Кришне. Они действуют таким образом, что нельзя их действия отнести к преданному служению. И те, которые не являются преданными, но при этом им присуща очень мощная привязанность к Господу, которая разрушает все на своем пути, как в случае с Шишупалой. Также мы приводили пример из Шримад Бхагаватам 7.1. 30. Речь шла о Гопе и о Яду, членов династии Яду. Итак, мы приступаем к изучению части 15 главы, которая называется «Чувственное влечение». И здесь пойдет речь в большей степени о тех, о ком мы упомянули вчера вечером, известные как каматмики. Каматмики означает, что им присуще кам, что переводится как вожделение. И, конечно, вчера вечером мы прочитали Шрила Прабхупада. Но есть понимание этого определения, что на самом деле это не вожделение, и нельзя, и несправедливо, и неуместно называть то чувство, которое испытывают такого уровня. Вожделением, это вожделение в кавычках. И сегодня вечером мы погрузимся в подробное изучение данной темы. Будет интересно. So we go into the section, part 3, well, I call it part 3, but in the book it's just Я называю sensual это третьей attraction. частью главы, но на самом деле в книге это вторая часть под названием «Чувственное влечение». Шрила Прабхупада важный обзор. Такое неутолимое желание служить Господу проявляют обитатели трансцендентной земли Враджа, и сильнее всего гопи. Любовь гопи к Кришне настолько возвышена, что иногда, чтобы мы могли получить о ней хоть какое-то представление, ее называют вожделением в кавычках. Мы все, вне всяких сомнений, достаточно хорошо знакомы, что из себя, с тем, что из себя представляет вожделение юношей и девушкой на основе сексуального влечения или сексуальной привязанности. Ничего нового здесь для нас нет. В материальном мире это известно абсолютно всем. Шрила Прабхупада рассказывает в другом произведении о материальном вожделении. Материальное вожделение можно сравнить со способностью ходить. Если вы помните, мы приводили этот пример в самом начале семинара. Способность вставать на путь преданного служения, склонность становиться преданным является встроенной настройкой, является составной частью нашей природы, подобно тому, как способность ходить является частью природы ребенка. И Шрила Прабхупада говорит о том, что склонность привлекаться противоположным полом также является настройкой по природе. And ask me how it happened, but it happened. Okay, and we carry on and pray to the Lord. All right, yes, so the tendency to become sexually attracted is just Привлекаться built in. противоположным
полом — это естественная настройка, естественная природа человечества. И в данной связи Шрила Прабхупада своим неподражаемым юмористическим подходом вносит ясность. По крайней мере, однажды, я точно помню, я читал, Шрила Прабхупада сказал: нет никакой необходимости ходить в школу или университет для того, чтобы обучиться предмету привлечения противоположным полом. Это наш Прабхупада, как он есть. И все мы знаем, о чем идет речь, когда речь идет о материалистичном вожделении. Но когда идет речь о влечении гопи по отношению к Кришне, внешне кажется, что имеет место обычное вожделение. И по этой причине большое количество людей, которые на самом деле не квалифицированы, имеют лишь поверхностные представления о том, кто такой Кришна, кто такие гопи. Я бы даже сказал, в соответствии с тем, что я понимаю, что большая часть таких специалистов, так называемых, полагают, что это лишь просто некая версия такой любви, которая присуща просто обычным юноше и обычным девушкам. Но на самом деле нет. Это диаметрально противоположное явление. Одна из проблем заключается в том, что по достоинству оценить эти возвышенные, духовные, удивительные, замечательные, наичистейшие любовные чувства смогут только те, кто продвинулись до некоторой степени по пути сознания Кришны. Можно рассказать большую историю, не знаю, слышали ли вы раньше. Шрила Прабхупада однажды посетил одну программу, на которой были ученые, индологи. Они сами как бы по рождению являлись западными людьми, но при этом их очень сильно интересовала индийская философия, индийская история и все, что связано с индуизмом в принципе. И многих интересовало то, что скажет Шрила Прабхупада. Вот, Шрила посетил одну из таких программ, на которой, по крайней мере, один представитель так называемых индологов присутствовал. И этот человек обратился к Шриле Прабхупаде и сказал: Рада Кришна Лила, вот это да! Да, это вот такая лила с юношей и девушками. И сказал: на самом деле, брамачари не пристало читать подобные описания. Да? И брамачари ведь как бы не стоит имитировать на какие-либо соприкосновения с противоположным полом. И поэтому он провел некую параллель с лилой Кришны и гопи, считая, что брамачари не стоит изучать такие лилы, потому что они преисполнены сексуальной скверны. И Шрила Прабхупада ответил: на самом деле только брамачари могут изучать такие лилы. То есть только духовно, правильно сфокусированные люди могут изучать подобные лилы с правильно наведенным духовным фокусом.
paragraph of this section Итак, is во actually втором paragraph параграфе, 14. Anyway, let's just say the second paragraph 14 here. параграфе главы, And Srila во втором Prabhupada параграфе данной части главы говорится следующее. paraphrases Шрила a Прабхупада verse перефразирует from стих Chaitanya из читания Charitamrita. Чаритамриты. It is just for your interest. Если вам It's the интересно, Adi Leela, это читание chapter Чаритамрита, 4, Ади Лила, 4 verse глава, 165. то And I can read, let me just read the 65. verse itself. Прочтем стих. Atmendriya pritivancha tare bali kama krishnendriya priti icha dare prema nama. And well, we see there how И мы видим, Srila Prabhupada has translated то, каким образом Шрила Прабхупада this переводит verse. этот I mean, стих sort of paraphrased the verse, but и перефразирует в «Нектаре just give me преданности». a second here. In Nectar of Devotion as such, Prabhupada В gives the «Нектаре преданности» translation that Прабхупада дает lusty такой desire перевод. Под refers вожделение, to в the кавычках, desire to gratify подразумевается one's желание personal удовлетворять свои senses, чувства. and transcendental А desire под refers трансцендентным to the желанием, в desire кавычках, for serving the стремление служить senses of чувствам the Lord. Господа. And Srila Prabhupada there, he makes the point И Шрила that Прабхупада actually in доводит the до нашего material понимания такой world, момент. В материальном мире не бывает in the material world, you don't really find не бывает, that people sincerely and genuinely чтобы люди want to искренне satisfy the senses желали of someone удовлетворять else. чьи-либо другие Generally, in чувства. material life, Обычно в everyone материальном мире is more or каждый less хочет just simply interested in в большей или satisfying меньшей their степени own заинтересован senses. лишь только в This удовлетворении is how собственных чувств. things work in material life. Так устроен материальный мир. So yeah, on the material level, the pure feelings, the pure emotions На материальном that are there in уровне pure devotional эмоции, service чувства and displayed constantly in the spiritual world, in Goloka проявляются Vrindavan, диаметральные противоположности in духовным this чувствам, material которые world, проявлены в those things become В corrupted. материальном же мире эти They чистые become изначально corrupted. духовные чувства So therefore, in this world, извращаются. generally, you cannot really И find поэтому something like обычно pure love. здесь, в материальном мире, When we say pure найти love, подобие what do we чистой mean? What are we любви referring практически to? невозможно. Что мы вообще Pure подразумеваем, love когда мы говорим means «чистая любовь»? that Чистая любовь one означает, simply wants to что satisfy, please the кто-то beloved, хочет with удовлетворить no своего возлюбленного interest и только, for не oneself. никакого Will I feel корыстного good? Will I not интереса. feel good? How Будет ли will мне I что-то с feel? этого, получу я что-то с этого. These things are not consideration. Это вообще не The only волнует consideration is того, кто хочет доставить how will удовольствие my beloved feel? возлюбленному. Это How единственное, can I please о чем satisfy my переживает beloved? тот, кто хочет доставить my удовольствие beloved will be возлюбленному, чтобы возлюбленный был And Srila счастлив. Prabhupada talking about this, И Srila Prabhupada рассуждая об gave этом, Шрила an Прабхупада example, and it's приводит quite an пример. example, Это that, достойный пример. well,
I mean, this first point he didn't make, but Первый момент он не озвучил, но этот момент имеет место быть. В соответствии с нашим пониманием и информацией, которой мы обладаем, истребитель людей не война, не коронавирус, не болезнь и не старость даже. В соответствии с нашей информацией, самым главным истребителем человечества является аборт. По крайней мере, мы слышали об этом, и я уверен, что кто-то мог бы изучить данный вопрос и привести конкретные данные. Но, по сути, это самый главный истребитель человечества. Аборт. Что значит аборт? Аборт — это когда мать способствует убийству своего ребенка. Прабхупада сказал так: в этом материальном мире единственное приближенное к чистой любви — это чувство любви матери по отношению к своему ребенку. И иногда мы слышим о том, что матери готовы забежать в горящее здание для того, чтобы спасти свое дитя, готовы пойти на любой риск, в любой ситуации, только ради того, чтобы спасти свое дитя. Как говорит Шрила Прабхупада, это наиболее приближенное чувство матери по отношению к ребенку, к чистой любви в материальном мире. Но при этом главным истребителем человечества в то же самое время является аборт, которым способствует матери, убивая своих собственных детей. Это поразительно просто. Несколько лет назад один преданный сказал мне, этот преданный является учеником Шрилы Прабхупады, до того, как он стал преданным, на 21-й его день рождения, а 21-й день рождения считается чем-то очень важным, и вот на 21-й день рождения его бабушка по маминой линии сказала ему: «Я ждала по сей день, но сейчас пришло время сказать тебе нечто особенное». И она сказала ему: «Когда твоя мать, моя дочь, когда моя дочь была беременна тобой, она хотела сделать аборт, но я убедила ее оставить тебя». И этот преданный, я не буду называть его имя, он является здравствующим учеником Шрилы Прабхупады, рассказал нам о том, что когда его бабушка рассказала ему об этом, он изменил и пересмотрел свое отношение к своей собственной матери на диаметрально противоположное, понимая, что на самом деле не такая уж она и прекрасная женщина. В этом материальном мире обычно чистая любовь не встречается. Иногда мы можем наблюдать некое жжение чистой любви в некоторых ситуациях, к примеру, как отношения матери и ребенка. Иногда. Но в противном случае отношения в материальном мире подразумевают удовлетворение чувств друг друга на взаимовыгодной основе. И если нет взаимовыгодного удовлетворения чувств, если один из партнеров находит удовлетворение на стороне, то, как часто это бывает, отношения разваливаются. Когда я стал преданным, у меня были близкие друзья, несколько близких друзей, по-настоящему близких. Но стоило мне только стать преданным,
Друзья сделали мне ручкой и больше не выходили со мной на связь. В то время как одна личность, которая тоже была моим другом, заинтересовалась сознанием Кришны, и у нас отношения укрепились и развились. Но в любом случае, вернемся к нашей теме. Именно об этом идет речь во втором параграфе, во второй части главы под названием «Чувственное влечение». В материальном мире такое не встречается. В основном каждый в материальном мире хочет удовлетворять собственные чувства. Не бывает, чтобы любящий стремился удовлетворять чувства объекта своей любви. Однако гопи не было никаких других желаний, кроме желания удовлетворять чувства Господа. И в материальном мире такое не встречается. Поэтому, когда знатоки священных писаний уподобляют экстатическую любовь гопи к Кришне вожделению, характерному для материального мира, не следует понимать это буквально. Это просто попытка дать нам некоторое представление о трансцендентной реальности. Для того, чтобы правильно понять этот момент, который на самом деле является основополагающим, хотелось бы прочесть несколько стихов из читания Чаритамриты Ади Лила 4, and it's specifically discussing the love of the gopis for Krishna. В основном речь о любви, которую питают гопи по отношению к Кришне, являются замечательной иллюстрацией, развивающей тему, которую мы только что с вами озвучили. All right, so here we go. Listen to this. The object of lust is only the enjoyment of one's own senses. Является источником наслаждения для собственных чувств. Но гопи желают лишь наслаждать чувства Кришны, и поэтому их чувства настолько могущественны. Позывы тела, действия, направленные на обретение плодов, чувственные, и даже варнашрама дхарма, от которых сложно отказаться. Гопи отвергли все это и страдали ради удовлетворения Кришны. Они предлагали ему свое служение лишь только ради удовлетворения Кришны. Это называется твердым влечением в отношении Кришны, являясь безупречным, подобно чистой ткани. Поэтому любовь и вожделение диаметрально противоположны, не имеют ничего общего с мирской похотью. Любовь, которая подобна светящемуся солнцу, нет и малейшего намека на присутствие какого-либо вожделения в любви, которую питают гопи по отношению к Кришне в отношениях с Кришной, лишь только ради удовольствия Кришны. И цитируется стих из Бхагавата. Гопи говорят Кришне: «О, дорогой наш возлюбленный, твои лотосные стопы настолько мягки, что мы хотим разместить их на своих грудях. Наши жизни покоятся в тебе, наши умы преисполнены беспокойства, что твои лотосные стопы
наткнуться на колючки в тот момент, когда ты пойдешь по лесу. Затем они продолжают. Гопи не переживают о своем удовлетворении, не о какой-либо физической умственной деятельности, не связанной с удовлетворением Господа Кришны. Любое влечение, которое мы видим, проявленное гопи, можно смело утверждать, что это влечение проявлено лишь только с целью удовлетворить Кришну, а не ради собственных наслаждений. Гопи предлагают свои тела Господу Кришне. Он владелец тел. Кришна испытывает удовлетворение, созерцая их тела и прикасаясь к их телам, имеется в виду конкретным гопи. Кришна испытывает радость, созерцая и эти тела, и прикасаясь к этим телам. И по этой причине они хранят свои тела в чистоте и украшают их должным образом. Удивительное описание. Таким образом, мы можем более ясно оценить, каким образом устроены духовные взаимоотношения между Кришной и Гопи. И вот кое-что еще. Также 4 глава из Ади-лилы. Где-то в начале Ади-лилы Чайтанья Чаритамрита. Послушайте, пожалуйста. Есть еще одна замечательная, отличительная особенность, присущая эмоциям гопи. Могущество, непостижимое разумом. Когда гопи видят Господа Кришну, они испытывают блаженство, хотя они не желают этого блаженства. Они вкушают блаженство в 10 миллионов раз больше, чем то блаженство, которое испытывает Господь Кришна, созерцая их. Но они не испытывают никакой склонности и цели в испытывании этого блаженства. Таким образом, оно возрастает, порождает противоречия. То есть гопи не заинтересованы в наслаждении, но при этом их наслаждение увеличивается, возрастает. Есть противоречие. И чтобы разрешить это противоречие, возможно только одно решение. Радость в жизни гопи зависит от радости их возлюбленного Кришны. Когда Кришна видит гопи, его радость возрастает, и его несравненная сладостность возрастает также. И гопи думают в этот момент: Кришна испытывает такое удовольствие, глядя на меня. И эта мысль усиливает красоту их лиц и тел. То есть гопи видят, как Кришна испытывает наслаждение, созерцая их красоту. И они думают: Кришна насладился сейчас моим видом, глядя просто на меня, и думаю, таким образом они становятся еще красивее. Увеличивается, усиливается красота их лиц и тела в полной мере. И таким образом усиливается красота Господа Кришны от созерцания гопи. И чем больше гопи смотрят на Кришну и созерцая его красоту, тем больше усиливается красота самих гопи. Таким образом разворачивается соревнование, в котором никто не признает поражения. Кришна испытывает удовольствие от созерцания красоты гопи и понимания их качеств. А гопи, в свою очередь, испытывают наслаждение
понимание того, что они в состоянии доставить Кришне таким образом удовольствие. Таким образом, Кришна испытывает полное удовлетворение, не имеющее ничего общего с низменным вожделением. Переходим к третьему параграфу. And here, in order to, establish further and clarify this point, that the so-called lusty desire of the gopis in relation to Krishna, гопи по отношению that к it's not Кришне. lust, На it's самом not деле это material, не but it's simply purely вожделение, это spiritual. не In материальный order to позыв, make this это point even является more абсолютно clear, духовным and to чувством, но actually для того, чтобы provide, внести you could полную say, some ясность proof of и that. для того, чтобы привести So Srila Prabhupada доказательства, gives two Шрила Прабхупада examples, приводит два two примера. examples of people, Два very примера prominent people, людей, которые являются основными примерами, appreciated the gopis in terms of their теми, кто selfless оценил love по for Krishna достоинству and didn't бескорыстную at любовь all к Богу think that и they're just не думал girls о том, что они attracted являются to a boy. какими-то простушками, So the first полюбившими one is мальчишку. Uddhava. Итак, первым Uddhava is very dear friend говорит of Krishna Удава. in Dwaraka. Удава является In очень fact, дорогим другом in Кришны в Двараке. Uddhava is the highest, На самом деле, which в means Двараке that outside of занимает наивысшее Vrindava, положение, outside of означает, что за Vrindavan, пределами Uddhava Вриндавана is the Удава highest. занимает наивысшее basically. положение среди преданных So Кришны. Uddhava, he was Krishna's counselor, like Он sort of prime был minister, advisor советником type person. Кришны, When да, Krishna was there руководителем in кабинета Dwaraka, министров, and когда Кришна был в Uddhava, Двараке. when just after Lord Krishna left Vrindavan and went to Вскоре Mathura после того, как and Кришна покинул settled in Вриндаван и Mathura, отправился в Мадхуру, so Lord и Krishna поселился в sent Uddhava Мадхуре to на некоторое время, Vrindavan with Господь Кришна messages отсылает Удаву во for the Вриндаван different bridge с buses, including посланиями, messages for the gopis, адресованными различным бриджабаси, включая because гопи, Krishna felt потому что he is the Кришна best one to чувствовал, что represent me. Удава was one является thing. наилучшим The other thing представителем. was that И he wanted Uddhava другой момент to заключается see в the том, что gopis он хотел, чтобы Удава and to увидел гопи appreciate и their devotion to лично Krishna, оценил по their love достоинству for Krishna, преданность, and this would присущую be только a гопи stimulus по отношению к for Кришне. Таким Uddhava образом, to progress further in Krishna спровоцировать consciousness. больший So therefore, прогресс Uddhava в Удаве, went, в and сознании if you know the Кришны. story, И eventually he ended up in история Nandagram, which заканчивается is в part of the Нандаграме. Vrindavan area. Нандаграм является Nandagram, частью that's where Krishna Вриндаванской was области. living. В Нандаграме Кришна жил. Yeah, that's where Krishna was living immediately before he Сразу left после Vrindavan. He was того, как living in он Nandagram. покинул Вриндаван, он And жил в therefore, Нандаграме. all И the bridge поэтому buses were все living in Nandagram, in or бриджабаси just around живут в Nandagram, Нандаграме, including the gopis. They were living there включая also in гопи, Nandagram. которые тоже жили в Нандаграме в тот момент. So Uddhava went there Удава to Nandagram. прибыл He в found the Нандаграм, gopis отыскал in a гопи place called Uddhava в Kyari, месте, которое называется сейчас and Удава-Кьяри, he delivered the и message доставил or messages послание, of Krishna доставил различные to the послания gopis. от Кришны разным гопи. And he saw that the gopis were not very Он заметил, impressed. что эти He saw a послания few не things, произвели actually. впечатления на It's all гопи. described in Он Srimad заметил Bhagavatam. несколько One моментов, thing he которые saw описываются в was Шримад Бхагаватам. that there Один was из a этих моментов bumblebee заключается buzzing в том, around что вокруг них the летал gopis, шмель, вокруг and гопи, particularly buzzing around Srimati и в частности Radharani. вокруг Шримати Радарани.
И Шримати Радхарани так или иначе вошла в альтернативное состояние сознания, полагая, что шмель является посланником Кришны. И сходу начала отчитывать шмеля. Мы знаем, кто ты такой. Мы знаем, кто ты такой. Ты посланник Кришны. И кому ты вообще нужен? Кришна покинул нас. Зачем он нам свои послания посылает? Нам не нужны ни послания, ни ты нам не нужен. И она говорит, на самом деле ты подобен тому, кто послал тебя. Конечно, Кришне присуще черноватое тело, но при этом он носит желтоватое тхоти. А шмель полосатый, черно-желто-черно-желтого цвета. И Радхарани в своем, на самом деле, трансцендентном безумии говорит шмелю, ты даже выглядишь как твой господин. И природа твоя такая же, как у твоего господина. Он тоже от одной гопи к другой шастает и получает максимально возможное наслаждение. И получив свое максимально возможное наслаждение той или иной гопи, он перемещается к другой. И Радхарани говорит шмелю, ты точно такой же. Ты перемещаешься от цветка к цветку. И как только ты добываешь максимальный нектар из того или иного цветка, ты перемещаешься к следующему цветку. Добываешь весь нектар следующему. Опустошив очередной цветок, ты перемещаешься к следующему. Поэтому ты такой же, как Кришна. Удава наблюдает, а затем Радхарани говорит это. На самом деле известные слова. Она говорит, ты ненадежный слуга ненадежного господина. И затем шмель улетает. Внезапно Радхарани обеспокоилась. Я только что критиковала Кришну, а этот шмель, она думает так, что он является посланником Кришны, и он может вернуться назад к Кришне и пересказать ему все мои плохие слова, которые я только что вслух озвучила о Кришне, и она беспокоилась, что именно так может случиться. Затем шмель возвращается, и Шримати Радхарани начинает умасливать шмеля. Ты на самом деле такой хороший. Ты такой же хороший, как и твой замечательный господин Кришна. Кришна извлекает замечательную музыку из флейты, а ты являешься источником замечательных звуков, издавая свое жужжание и так далее. Она приводит различные сравнения. Она считает по-прежнему, что шмель является посланником Кришны. И она надеется, что когда он вернется к Кришне, он уже перескажет хорошие слова, озвученные в свой адрес. Вкратце, история такова. Но суть в том, что в тот момент, когда Удава наблюдает за этой сценой, Удава сражен наповал. Он никогда раньше не видел такой возвышенный уровень сознания Кришны. И поэтому Шрила Прабхупада говорит здесь, в 3-м параграфе,
Великие преданные вплоть до уровня Удавы находятся в очень близких дружеских отношениях с Господом, но даже они стремятся следовать примеру гопи. Это значит, что любовь гопи к Кришне, конечно же, не является материальным вожделением. Преданный, находящийся на уровне Удавы, возвышенном уровне, испытывает интерес к тем чувствам, которые питают гопи по отношению к Кришне. Они не могут быть материальными по причине интереса Удавы, который является великим преданным. После того, как Удава доставил послание, проходит мимо холма Говардхан, и те из вас, кто были там, я уверен, знаете о том, что есть такое место, которое называется Удава-кунда. И в этом месте Удава задержался и начал размышлять о том, какими же удивительными преданными являются эти гопи, и начал возносить молитвы, желая принять рождение во Вриндаване в виде травы, небольшой поросли, мелкой, которая растет на земле. Я хочу принять рождение в виде травы, поросли, небольших кустов, чтобы гопи могли ступать по мне. Таким образом, я смогу обрести их лотосных стоп. И если они не будут наступать на меня непосредственно, но хотя бы пусть рядом пройдут со мной, и, может быть, заденут немного пыли, и эту пыль разнесет ветер и донесет до меня, и она приземлится мне на голову. Так молится Удава, и эта молитва есть в Шримад Бхагаватам. И как говорят, что вот эта трава, эта поросль на Удава-кунде и есть сам Удава. Так говорят. Если отношение гопи по отношению к Кришне является лишь материальным вожделением, как такое в принципе возможно, что такой великий преданный, как Удава, заинтересовался бы в получении милости, пыли со стоп гопи? Это было бы невозможно. И второй пример того, кто служил гопи и оценил по достоинству их умонастроение, это никто иной, как сам Господь Чайтанья. Господь Чайтанья, конечно, был очень строгим саньяси, чрезвычайно строгим саньяси. Но он учил тому, что самым лучшим способом служили Кришне гопи. И что это за способ такой, которым служили гопи Кришне? Это означает супружеская любовь, супружеское умонастроение, в котором они служили Кришне. Они танцевали с ним, они заключали его в объятия. Вот что имеется в виду способ, которым гопи служили Кришне, поклонялись Кришне. Это наивысшая форма поклонения Кришне в соответствии с пониманием Господа Чайтаньи. Поэтому, исходя из этого, мы можем с вами сделать вывод, что любовь гопи по отношению к Кришне — это рагатмика бхакти. Это не просто какой-то раг, преисполненный материального вожделения и привязанностью, который присущ, конечно, наибольшему количеству материалистичных людей. Нет, это на самом деле очень глубокое, могущественное желание, неутолимое желание доставить Кришне удовольствие, служить Кришне в супружеской расе. Есть.
Таковы примеры, которые являются свидетельством того, что любовь, которую испытывают гопи по отношению к Кришне, не имеет ничего общего с вожделением. Прабхупада говорит, что правильное употребление этого термина кам-атмика, кам вожделение, да, то есть люди, которые испытывают вожделение, правильное употребление, Шрила Прабхупада объясняет здесь, таково. Is sometimes described by scholars as being like the lusty desire of the Гопи, material world. But движимые, actually, this should not be казалось бы, taken as a вожделением, literal fact. поклонялись Господу, It is simply a way of trying to understand the transcendental поскольку они situation. напоминают то, как общаются между собой юноши и девушки в материальном мире, их порой ошибочно принимают за обыкновенные половые отношения. К сожалению, те, кто не может понять трансцендентную природу любовных отношений между Гопи и Кришной, считают само собой разумеющимся, что это мирские отношения, и позволяют себе рисовать непристойные картинки в современной манере. А теперь, кто учится на Бхакти-шастрах, внимание, вопрос по каматмике. В стихе, который я вам сейчас дам, Мадья-лила Чайтанья Чаритамрита, 21:119, Madhya-lila. And it says, the transcendental mellows generated from the dealings between the gopis and Krishna cannot be tasted by means of fruitive activity, yogic austerities, speculative knowledge, regulative devotional service, mantra yoga, or meditation. This sweetness can be tasted only through the spontaneous love of liberated persons who chant the holy names with great ecstatic love. Испытывающим спонтанную любовь к Господу, воспевающим святые имена Господа. Мадья-лила 21:119, запишите, пожалуйста. About that, believe me. Okay, then we just carry on here. The next paragraph, just a small paragraph. Следующий параграф, небольшой параграф. The last paragraph in the chapter. Самый последний параграф в этой главе. And Prabhupada discusses the actual lusty desire. В котором Шрила Прабхупада говорит о вожделении, которое испытала Кубджа. Когда Кришна вошел в Мадхуру, после того, как он покинул Вриндаван, он прибыл в Мадхуру, и в тот момент, когда он вошел в Мадхуру, в определенный момент он встречает Кубджу. История, на самом деле, продолжительная, мы не будем рассказывать все детали, но она испытала влечение, она испытала вожделение по отношению к Кришне. И она пригласила Кришну. Пожалуйста, приходи ко мне. Если бы она испытывала просто лишь только вожделение, Кришна, конечно, сказал бы сразу, забудь об этом. Но благодаря тому, что она соприкоснулась с Кришной, ее сердце изменилось, и Кришна согласился. Он сказал, хорошо, я приду к тебе попозже. Камсу на тот момент он еще не убил, я так думаю, и позже он действительно пришел к ней. Очень интересное описание содержится в Гопал Чампу. Что случилось с Кубджей и почему Кришна вернулся к ней? Это нечто. So there it said, if a poor person is seen by a merciful person,
бедняка увидела милостивая личность, то милость милостивой личности сможет изменить настроение человека. Таким образом, взгляд Кубджи был изменен Кришной. И поскольку Кришна изменил ее видение, он вернулся к ней позже. Внимание, вопрос. Мадья Лила 8, 217. Запишите. Мадья Лила 8, 217. When one is concerned with his own personal sense gratification. The mood of the gopis is Вожделение not означает like стремление удовлетворять собственные чувства, однако настроение гопи иное. Их единственное желание — дарить наслаждение чувствам Кришны. So anyway, you have two devotees doing Bhakti-шастри. Преданные, которые учатся на Бхакти-шастрах. Вопрос how are lusty desires experienced? That's the question. How do you experience lusty desires? Anyway, you go to that verse and you find it, and you'll see there the answer. Каким образом появляется вожделение? So that's the end of chapter 15. Ответом на вопрос будет этот текст. That's the end of chapter 15. Таким образом, мы закончили с вами изучать 15 главу. We will go on. We'll go on tomorrow. I mean, on Monday, actually. We'll go on Monday мы продолжим into chapter 16, which is all about Raganuga Sadhana Bhakti. Которая посвящена целиком полностью Рагануга Садхана Бхакти. 15 глава была посвящена описанию рагатмикам, личностям, которым присущ раг, в частности, в Бриджабасе, которым уже присущ раг, влечение по отношению к Кришне. Приступая к 16 же главе, мы узнаем о преданных, которым присуще некое вожделение, но которые хотели бы развить это влечение до уровня рагатмик. Если мы посмотрим на 16 главу, то мы увидим, что первая часть состоит из 2 параграфов, именно взаимоотношения. Здесь речь идет о преданном служении, которое совершают рагатмики. На самом деле эти 2 параграфа принадлежат 15 главе, не связаны с раганугами, относятся к рагатмикам. Помните, да, что говорят относительно взаимоотношениях? Самбадха Атмик. В глубине своих сердец они воспринимают Кришну как члена своей семьи. И Шрила Прабхупада говорит, что к этой категории относятся Вришни, Мама Яшода, Нанда Махарадж, родственники из Двараки, Вришни. Такие личности. Обычно, не всегда, но обычно они состоят в семейных отношениях с Кришной, и поэтому они являются рагатмиками. Okay. So we'll carry on Monday. В понедельник вечером мы продолжим с 16 главы. И, в частности, мы начнем с готовности человека к спонтанному преданному
служения. А на сегодня все. Превосходительство Шрилы Бхакти Чайтанья Свами Махараджа Ки Джай. Спасибо за внимание.